Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю торт птичье молоко по самому простому и быстрому рецепту, без заваривания меренги. Торт получается с очень пышным и пористым суфле, которое не опадает даже при добавлении сливочной основы. Стабильное суфле получается благодаря особой технологии приготовления, которой я хочу поделиться в этом рецепте. Оно настолько стабильное, что даже пышные коржи, которые я готовлю по методу замеса всех желтков, чтобы не оставалось неиспользованных продуктов, никак не влияет на объем начинки. Метод приготовления птичьего молока был разработан мной, чтобы суфле всегда оставалось в большом объеме, без оседания при добавлении сливочного жира. Шоколадная глазурь также готовится очень просто и быстро, и при этом получается с ярким вкусом шоколада, который отлично сочетается с начинкой. Торт птичье молоко получается отличным выбором в категории простота приготовления, вкус и стабильная форма. Буду очень благодарен, если поставите лайк на это видео. Таким образом вы не только продвигаете канал в рейтинге, но и мотивируете меня делать больше проверенных рецептов с тортами, которые я лично тестирую на своей кухне. Все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. В воду добавляю желатин, перемешиваю и оставляю для набухания. В желтки добавляю сахар, соль и ванилин. Тщательно вымешиваю миксером, чтобы сахар полностью растворился в желтковой смеси. После вымешивания желтковая смесь становится светлая и очень пышная. Добавляю мягкое сливочное масло и недолго перемешиваю. Добавляю муку и разрыхлитель. Перемешиваю сначала, не включая миксер. Включаю миксер на низкие обороты и перемешиваю. Невымешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно вымешиваю до однородного теста. В форму 21 см выстеленной пекарской бумагой выкладываю все песочное тесто. Равномерно распределяю тесто по основанию формы. Убираю форму с тестом в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Для суфле сливочное масло размягчил в микроволновой печи до текучего состояния. В сливочное масло добавляю сгущенное молоко. Перемешиваю, чтобы получилась однородная сливочная смесь. Смесь должна быть максимально текучая. Для сборки торта разъемное кольцо обтянул пищевой пленкой, которую заправил внутрь кольца, таким образом сформировав устойчивое дно. Дополнительно вставляю ацетатную ленту. При отсутствии ацетатной ленты можно обойтись без нее. Горячий корж переворачиваю на решетку и оставляю остывать. Для глазури сливочное масло и шоколад растапливаю в микроволновой печи. Перемешиваю, чтобы шоколад соединился с маслом в единую шоколадную глазурь. Остывший песочный корж разрезаю на 2 песочных коржа. В белки с лимонной кислотой добавляю сахар и несколько капель уксусной кислоты. Взбиваю на высоких оборотах миксер до состояния устойчивой меренги. Вот такая плотная меренга, которая стабильно держится на лопастях миксера, говорит о том, что суфле будет пышное и пористое. И в меренгу вливаю растопленный желатин. Недолго перемешиваю миксером. Добавляю жидкую сливочную основу, которую я предварительно размягчил на плите. Быстро перемешиваю на низких оборотах миксера. Невымешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно перемешиваю. Выливаю больше половины суфле в подготовленное кольцо. Сверху укладываю песочный корж. Вливаю оставшееся суфле. Закрываю вторым коржом. Кольцо с тортом убираю в холодильник минимум на 4 часа. После холодильника выправляю пищевую пленку наружу. Снимаю разъемное кольцо. Отделяю ацетатную ленту. Сверху наношу немного шоколадной глазури для устойчивости. Устанавливаю подложку и переворачиваю конструкцию сверху вниз. Окончательно извлекаю пищевую пленку. Фиксирую торт разъемным кольцом. Сверху вливаю шоколадную глазурь. Сразу распределяю глазурь по поверхности суфле. Убираю в холодильник на 15 минут. Осторожно ножом отделяю шоколадную глазурь от кольца. При разрезании рекомендую в несколько приемов прорезать шоколадную глазурь, чтобы она не треснула. Дополнительно украсил торт ниткой из белого шоколада. Торт птичье молоко по простому рецепту – это отличный вариант приготовления любимого советского торта без заваривания меренги. При этом вкус торта остается таким же, как и торты с заварной меренгой. Но при этом время приготовления сокращается. Торт получился нежным и ароматным, как традиционное птичье молоко. Суфле очень пышное и пористое, как губка. Спасибо за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.